Друзья, всем привет! С вами Леха, канал «Активная жизнь». Наконец-то нашлось время для заключительной серии фильма про путешествие «Курс на север 2019». Как говорил в первой серии фильма, в планах у нас было посетить рыбачий полуостров, Териберку и Питер. Но, как говорится, Бог смеется над планами людей, и сделать все так, как хотелось бы мне, к сожалению, не удалось. В связи с этим решил все 3 локации объединить в одной серии. А что было дальше? Подписывайтесь на мой канал и смотрите дальше. В прошлой серии мы посетили закрытый поселок Лиенихамари. Вернувшись за Полярный и отдохнув, на следующий день мы, как и планировали, отправились на полуостров Рыбачий. На полуострова Средний и Рыбачий мы планировали уделить пару дней. Планировали побывать на хребте Муста-Тунтуре, проехаться по Среднему, увидеть скалы выветривания Два Брата, ну и доехать до маяка Вайда-Губа. Это самая северная точка континентальной России. Но, к нашему сожалению, погода нас всю дорогу не балует вовсе. Температура в июле здесь приближается к абсолютному минимуму, а это примерно 0 плюс 5. Местами попадается снег. Однако и это не самое страшное. Сложнее всего для меня был туман и порывы ветра по пути на Рыбачий полуостров. Туман такой плотности, что видимость практически отсутствует, а передвижение по колориту местных дорог становится и вовсе небезопасным. Дорога к Рыбачьему полуострову идет вдоль реки Титовка. Впадает река в Баренцево море, а протекает между Печенгой и Мурманском. В старину реку называли Китовка, в связи с тем, что в устье находился китобойный промысел. Перед съездом с асфальта находится интересный музей, называется Титовский рубеж. Организован музей энтузиастами. Музей оборудован на Титовском рубеже. Прохожий в колокол ударь. Вспомни о погибших. А где колокол? А, вот он колокол. Памятник в честь 70-летия разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье. Вечная память. Вот остатки от войны. Каски. Немецкая. Заходи, заходи. Свободно вход. Нельзя же. Заходи, заходи, можно. Русская Лапландия. Проволока немецкая. Вчера такую в Лиенихамаре видели. Это ствол. Ствол это. Просто посмотри один раз. Сейчас себе колесо. Да. После посещения музея съезжаем на грунтовую дорогу и отправляемся в сторону Рыбачьего полуострова. По пути находится интересное живописное место – Старая мельница на водопаде. Однако на самом деле это вовсе не мельница, а руины ГЭС, построенные в 1948 году для обеспечения военных поселков электричеством. Чтобы проехать к водопадам, нужно держаться немного правее. После дождей
дорогу немного размыло. При этом здесь большие перепады высот и неровности. Однако за крутым поворотом я этого не заметил, и когда я повернул, меня ждал сюрприз. Было решено экстренно развернуться, так как даже если бы я спустился вниз не кубарем, то маловероятно, что я на своем мамонте поднялся бы по грязи обратно, несмотря на хорошую резину. Кое-как получилось развернуться, однако падения избежать не удалось. Мотоцикл всячески таскал на грязи, и я его завалил. Дальше до водопада решили пойти пешком. Вот он, самый водопад на Титовке. После водопада мы дальше продолжили свой путь в сторону Рыбачьего полуострова. Поначалу дорога казалась вполне себе проходимой. Трудной, но проходимой. Однако, проехав еще несколько километров, погода стала сильно ухудшаться. Временами шел мелкий моросящий дождь, с моря натянуло густой туман, что снизило видимость буквально до нескольких метров. В таком темпе мы проехали еще километров 20. Повороты и подъемы стали все круче, а видимость все хуже. Судя по расстоянию и высоте подъемов, мы находились где-то в районе хребта Муста-Тунтури. Еще бы рывок, и мы почти у цели. После Муста-Тунтури, по рассказам, дорога гораздо проще. Однако туман не давал нам разглядеть, к слову, ничего. Не то чтобы вдаль посмотреть, а даже то, что перед тобой не видно. Судя по усилившемуся ветру, мы были где-то на большом открытом пространстве. Скорее всего, туман скрывал от нас Мотовский залив, губа Кутовая. Ехать было уже очень тяжело, а так как я ехал с пассажиром, и помимо того, что самому нужно вернуться еще домой, еще я несу ответственность за жизнь пассажира. Совместно было принято решение развернуться. На самом деле, не скрою, для меня это было очень тяжелое решение, ведь столько было пройдено пути. Однако да, я принимаю риск за свою жизнь, но я был не один, и рисковать жизнью пассажира я не готов. Везде нужен здравый смысл, даже на краю земли. И вас, друзья, в любых непонятных ситуациях призываю к нему же. Что не делается, то к лучшему. Везде нужно искать позитив. Значит, так надо. Значит, вернусь сюда и еще раз. Но только когда погода будет хорошей, и скорее всего один. А если и с пассажиром, то как минимум транспортом будет квадроцикл. Ведь скакать по здешним перевалам с двойкой на тяжелом мотоцикле удовольствие сомнительное. Вернувшись за Полярной, мы переночевали в хостеле «Полярная ночь» и отправились в Териберку, через Мурманск. Недалеко от Заполярного находится Трифонов-Печенский мужской монастырь. Это самый северный в Европе монастырь. Построен он полностью из дерева. Выглядит, конечно, очень впечатляюще. Ну а мы поедем дальше. Не доезжая до Мурманска, есть интересный мемориальный комплекс Долины Славы. Именно здесь в 1941 году было остановлено стремительное наступление немецких войск, получивших приказ о захвате Мурманска. Первый серьезный отпор фашисты получили при попытке форсировать реку в западные лица. Сутками шли ожесточенные бои, и неся огромные потери, фашисты отступили. По данным из военных архивов, на берегах реки западные лица погибло более 2000 человек. Мемориальный комплекс состоит из двух частей. Первая часть для проведения торжественных мероприятий, а вторая часть – это захоронение советских воинов, погибших в боях за советское Заполярье. В местах захоронения установлены стелы из черного гранита, на обратной стороне которых выгравированы тексты предсмертных записок советских солдат. К моему сожалению, в день моего посещения комплекс был закрыт на реставрацию. Пройти и посмотреть его полностью не удалось. Дальше едем в сторону Териберки. Останавливаемся в Мурманске на территории базы отдыха «Долина уюта». Так как погода не радует, это и будет наш плацдарм на ближайшие пару дней. От Мурманска до Териберки примерно 130 километров. Уже по традиции, в связи со сложившейся погодой, план А именно ночевка в палатке, отменяется, и действуем по плану Б. Оставляем свои вещи в номере и на легком мотоцикле едем дальше, а после возвращаемся обратно. Выехали в Териберку уже ближе к ночи, примерно в 22 часа. Однако только радует, светло здесь круглые сутки. Поначалу дорога была вполне сносной. Первые сотни километров пролетели вполне быстро, но вот крайние 3 десятка. В целом, раньше дорога была аналогична той, как от Медвежьегорска до Водтовары.
Об этом можно увидеть в предыдущих моих сериях. А именно, был более не менее плотный грейдер. Но почему-то именно в этот день ее решили отсыпать мелким таким песком. Да насыпали его столько, что техника в него буквально зарывалась, чуть не на пол колеса. На радостях от такой дороги приборная панель мотоцикла начала пестрить ошибками АБС. Очень многие мотоциклисты падали. Ну и нам вдвоем на моей пузатой Варе было нелегко ехать по такому песку. Уже на подъезде к самому населенному пункту есть новый асфальт. Здорово, ребят! Правильно вы едем-то? Наверное, да, мы сами первый раз. Сами первый раз, да? Ясно. Едем далее к берегу моря по дороге сквозь взорванные скалы. В этот день здесь проходил мотофестиваль, юбилейная 10-я мотобухта. Много наслышано о данном мероприятии, и непременно хотелось посетить его самому. Как вы по песку, нормально? Ну, потихоньку, да. Мы тоже пешечком. Посещение мотобухты было одной из главных наших целей. Мотобухта — это не просто тусовка байкеров в классическом понимании. Это слет мототуристов со всей России и Европы. Очень душевное мероприятие, скажу я вам. Если вы заядлый мотопутешественник, а попсовые поездки на Черное море вам надоели, то это место обязательно то, что нужно вам посетить. Пусть здесь нет грандиозных концертов и шоу-программ. Зато здесь есть ни с чем не сравнимые красоты, познавательные экскурсии, ну и, конечно же, интересные люди. В Баренцевом море. Лёш, Я Дэвид Джонс, делаю черные жемчужины. Девчонки, вы такие классные! Познакомился здесь с множеством интересных людей из разных городов и стран. Душевно посидели, поболтали. И даже языковой барьер в нашей собравшейся интернациональной компании не стал преградой для отличных задушевных бесед возле костра. Скажу кратко, было здорово. Огромная благодарность организаторам мероприятия. К сожалению, как говорил ранее, в связи с погодой надолго мы не задерживаемся в Териберке и действуем по плану Б, а именно выдвигаемся обратно. Вернувшись на базу отдыха Долина Уюта, переночевали и поехали уже в сторону дома. На обратном пути заехали с ночевкой в Саамскую деревню. Она находится примерно в 90 километров от Мурманска. Более подробно про Саамскую деревню можно посмотреть в другом моем фильме. После Саамской деревни мы поехали дальше в сторону дома. Погода была мерзкая, дождливая и холодная. А на подъезде к Медвежьегорску нас настигла темнота. Да-да, это так непривычно. Пару недель ездили и круглые сутки было светло, а тут на тебе ночь. Решили переночевать в Медвежьегорске. Остановились в гостинице «Онежская». На утро приняли решение сделать небольшой крюк и проехать через Санкт-Петербург. От Медвежьегорска до Санкт-Петербурга ехать примерно 600 километров. Проехали их довольно быстро. Погода была местами даже солнечная, а температура воздуха поднялась уже выше 10 градусов тепла. Кажется, о боже, какой дубак в июле. Но нет, для нас как раз таки после заполярной погоды это показалось прям жара. От Медвежьегорска до Санкт-Петербурга ехать примерно 600 километров. Заселились в гостиницу на Невском проспекте, название не помню. Помню, что она находилась в жилом доме. Остановились здесь на пару дней. Да и то особо не гуляли, так как сил уже совсем не было. Первый день поплыли на речном трамвайчике в Петергоф. Гуляли там целый день. Вот он, Петергоф. Хотели сходить в Большой Петерговский дворец,
Но очередь здесь отнюдь больше, чем в горбачевские времена за колбасой. Решили просто погулять. На второй день просто немного погуляли по улицам, посидели в кафешках. После двухнедельного пребывания вдали от цивилизации очень отвыкли от такого количества народа и городской суеты. Толпы народа, все куда-то торопятся, жуткий галдеж. Такое ощущение, что слышишь мысли каждого. Хочется прямо остановить мгновение и переместиться куда-нибудь подальше от этой толпы. Отдохнув, на следующее утро мы отправились уже домой в свой родной Ногинск. Ехать нам оставалось 760 километров. Проехали их достаточно быстро, на одном дыхании. Ехали по платной дороге. Качество трассы отличное. Единственное «но» – это отсутствие АЗС. Была АЗС с бочками и огромной очередью, но, к счастью, у нас был хороший запас бензина, которого хватило нам практически до самого дома. И заправляться на платке нам не пришлось. Заправились уже на подъезде к Ногинску и наконец-то уже приехали в свой теплый родной дом. На этой ноте я завершу свой рассказ, а впереди нас ждут новые увлекательные путешествия и приключения. Уважаемые зрители, понравился мой фильм? Поддержи мой канал лайком и подпиской. Друзья, если вы только собираетесь свое первое путешествие, задавайте свои вопросы в комментариях к видео. Я с удовольствием на них отвечу. До новых встреч! Ну, будем надеяться, что что-нибудь получилось в этот раз.